Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Водолей на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скоро случится, что скоро произойдет. События на пороге. Март 2026. И, по сути, весна на пороге. С этого начнем. Причем это уже вот-вот. И казалось, по крайней мере мне, что недавно мы еще с вами делали прогнозы, рассуждали, каким будет 2026 год. А тут уже, смотрите, основные зимние месяцы закончены. И планетарные транзиты дальше будут складывать для нас какую-то очень интересную палитру. Ну, давайте узнаем, с чего начинается март. На пороге каких событий вы стоите, что вам по судьбе. И именно начало марта, как само по себе событие, нам раскроет карты старинного цыганского пасьянса, продемонстрирует. Вот смотрите, будьте осторожны. Не все то золото, хочется сказать, что блестит, потому что змея всегда нас приглашает к аналитике. Или, словно судьба, ну, хочет вас предупредить. Это как знак судьбы о том, что не стоит всем, ну, как-то так быстро доверять. Есть те люди, которые по змее, это всегда те, которые, ну, как словно затаились, нам не говорят о своих истинных намерениях. Поэтому и для вас какой-то змеиный режим, наверное, будет не лишним. Смотрим дальше. Что тут у вас еще сойдется? Победа. В решении какого-то вопроса, дела. Может быть, это какой-то гордифузил вам придется развязать или решить какую-то задачу. Тогда победа явно, как минимум в одном вопросе, это факт. Мало что победа. И смотрите, корабль, исполнение желания. Но одновременно это еще и символ перемен. Семейное счастье. Подкова. Добрые события идут на ваш порог, это точно. Наверное, в это время словно судьба сама благоволит вам. Или пусть это даже у кого-то очень сложный вопрос, правда сложный с учетом змеи, когда сложно сделать выбор. И будут к этому, вот к таким сомнениям или где-то карты вас предупреждают мельница, это пустые разговоры. Стало быть, есть и персоны, с которыми нужно держать ухо востро. Пустые разговоры, они в нашей жизни постоянно присутствуют, точно. Вот смотрите, мельница у нас совпала практически в одном квадрате. И маска. Маска – это скрытый враг. Ну, все то, что, собственно, я в самом начале сказала, то есть не всем людям следует доверять. Поэтому, выстраивая какие-то беседы или, может быть, даже знакомясь с кем-то, будьте осмотрительны. У кого-то из вас, смотрите, рядышком, да, домашний очаг и маска. Думайте, кто вхож в ваш дом, хочется сказать. Поэтому, может быть, людей таких мало знакомых, ну, как минимум, с ними нужно быть аккуратным. Стоит ли вообще приглашать в свой дом? Ну, потому что тут явно есть чья-то хитрость, мои дорогие водолеи. Может быть, это люди чувствуют вашу в чем-то силу, победу, исполнение желаний, да, и, в принципе, какой-то от вас, может быть, уверенность исходит или надежность. И кто-то хочет присоседиться, так и хочется сказать, правда? Но вот, видимо, то время и на карты пасьянса вас действительно призывают к осторожности. У вас сильная позиция. Я допускаю, что для кого-то сейчас это очень сложное время, но тем не менее корона – это символ власти. Это могут быть и персоны, которые наделены властью, какими-то полномочиями, или в отношении них как-то вот играет закон, ну, может быть, это официальное лицо, больше вот именно как инструментов у человека в руках, да? Ну и у вас-то ведь сейчас тоже сильная позиция. От того, как вы сумеете договориться, может быть, и будет где-то зависеть эта победа. У кого-то это могут быть договоренности по жилью, но и одновременно по работе. Да, правда, возможности есть, но они такие, знаете, могут быть завуалированные. И хитрость такая же может быть завуалированная. Может быть, вот вы не видите, что
У вас вот-вот что-то сложится очень, мне хочется сказать, неплохо. И это может вторично быть как причиной интереса вот каких-то, ну, таких двойственных личностей, неоднозначных. Поэтому действительно умейте сохранять себя и при этом держите маску за пазухой, чтобы меньше сюрпризов было, да? А ведь и правда у кого-то гости, гости дома. Вот я только что говорила, да, о доме. Думайте, кто к вам в дом вхож. Но это может быть точно так же, что вы кому-то едете в гости. Я такое допускаю. Какие-то встречи важные вам как будто не обойти. И тогда, даже если вам кажется, что вы человека знаете очень хорошо, а на всякий случай, будьте-ка вы внимательны. Два предупреждения. Кто предупрежден, тот вооружен, правда, и защищен сразу же. Пока я с вами говорю, просматриваю, что мы тут можем соединить. Не вижу больше совпадений, поэтому пойдем с вами дальше. Так что же там вам по судьбе? В событиях будущего. Что нового идет на ваш порог? Что нового идет в вашу жизнь в марте месяце, мои дорогие водолеи? А что из прошлого? Возможно, это то, в чем вы уже решились ставить точку или поставили даже, да? А тут вдруг на тебе, запятая, многоточие. Вот к чему это все идет? А нам тут могут и бывшие какие-то возвращаться, или бывшие вопросы, задачи, темы. Мы думали, мы закрыли какие-то гештальты, а выяснилось, нет. И нам, может быть, еще доведется какие-то шаги делать. Вот это чисто планетарно, поэтому и вопрос такой ставлю. И что прояснится? Возможно, что уйдет. Или от чего вы откажетесь сами. Как это окажет влияние на ваше ближайшее будущее. Итак, так что же там вам по судьбе и именно что нового идет в вашу жизнь? У кого-то новые встречи, новые знакомые. Но это могут быть именно те знакомые все же по аркану Луна, которые, как знакомство состоялось. Это именно новые люди какие-то могут быть в вашей судьбе. Или какая-то новая обстановка, которую вы-то сами словно в потемках можете так себя чувствовать. Вот где-то вы чувствуете, это точно, вам ваша интуиция по аркану Луна, и всегда интуиция работает, ну, безотказно. Значит, прислушайтесь к робкому, может быть, такой голосок вашей души, мудрой души, который подсказывает, что нет, стоп, вот водолей, вот куда-то в этом не торопись, или с конкретным человеком, или в конкретном деле, у кого-то место проживания. Кто-то из вас банально хочет быстрого драйва, а тут явно есть какая-то задача, как будто возможности-то есть, но они приходят совсем не так, как вы этого хотели бы. Девушка смотрит в сторону, на четверке чаш. Она себе представила, нарисовала определенную картину. А в реальной жизни картина выглядит иначе. Как будто возле нее уже эта чаша, эта возможность есть. Вам, вот смотрите, когда выпадает королева Пентакли, ну, может быть, у кого-то проиграются так, вот здесь может быть такая взаимосвязь. Водолей и Телец. Но это если так планетарно, честно. Но для кого-то это может быть по королеве Пентакли человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, в принципе, не только Телец, Дева, Козерог, или вообще там имеет асцендент. Но все же мы смотрим для вас. Это вопросы вашего благополучия, как и место проживания, финансовый достаток, так и ваше здоровье, здесь и ваш имидж, но точно так же это еще и вдохновение. Королева Пентаклей – единственная карта в колоде, которая сказку умеет сделать былью. Вот вам как будто задача сказку сделать былью. Или какой-то свой проект довести до ума. Или то, что у вас сейчас складывается, да, это требует от вас гибкости в первую очередь. Не безапелляционных каких-то выводов резких, а именно, ну, наверное, умение адаптироваться. Адаптация и организация. И по Луне нам ведь тоже где-то говорят. Тебе как будто ни вправо, ни влево. Тебе так вот бочком, вот по этой Луне, как по лунной дорожке. Ваша основная задача – это сейчас какую-то свою независимость. И независимость – это не значит, что мы кому-то что-то пытаемся доказать. Нет. Отшельник – это философ, он и так все знает. Его невозможно чем-то расстроить, потому что философское отношение к жизни. Люблю эту карту, потому что, когда выпадает, вам никто не мешает.
Вот вам никто не мешает. Тут, наверное, основная задача самому не помешать себе. Или пусть это даже, да, тут маски, змеи. Мы людей ведь не можем исключить. Они были, есть и будут. Сложные или такие, ну, какие-то неоднозначные, может быть, даже скользкие персонажи. Ну, уйдут одни, придут другие. Поэтому нужно быть реалистом. И с такими даже нужно мудро, видимо, то, что нам говорят, или вам, допустим, что-то обещают. Но не будет лишним задать себе вопрос, а зачем это человеку нужно? Ну, если кто-то поет дифирамбы, как я говорю обычно, но иногда это способ усыпить нашу бдительность. Поэтому бдительность и вот, наверное, конкретность. Побудьте сами, как вот в энергиях вот этой королевы Пентаклей. Организация и адаптация. Потому что возможности есть, но они как будто пока скрываются в тени. И это у нас что нового? Тут именно какая-то новизна приходит не совсем с той стороны, как вы это предполагали, что это нового. О, ну для вас-то ведь это какой-то прогресс на долгий период времени. Не откажитесь от своих желаний, от своей мечты только лишь потому, что вы не знаете, ну вот какие шаги предпринять теперь. Искусство мелких шагов, вот как по отшельнику. Вот здесь отшельник сидит, а чаще всего он идет. С такими интервалами или привалами, хочется сказать. Поэтому если чувствуете, что вокруг какая-то неразбериха, то самое время притормозить и словно пронаблюдать, чтобы сделать правильные выводы. Но и будьте готовы для себя тоже принимать какие-то альтернативные решения, потому что аркан звезда. Для кого-то из вас это будет, как возможно, да, что нового. Новый проект, который будет с интернетом, именно, например, связанный. Для кого-то это тот проект, когда связан с переездом и, возможно, очень далеко. Для кого-то дополнительный источник заработка, и вы тоже будете, как бы, знаете, прицеливаться и примерять на себя. Получится, есть смысл заниматься этим проектом или нет. Но все равно это тот подход, вот как по королеве Пентаклей. Может быть, это план А, план Б, план С, еще там множество планов. Через опыт мы понимаем, есть смысл что-то продолжать или нет. Для кого-то могут быть какие-то сведения издалека, мои дорогие, я не исключаю. Может быть, это появление каких-то новостей, которые вас заставят вот так вот что-то обдумывать, как по четверке кубков. Что я могу с этим сделать? Я тут вижу какое-то, ну, не совсем традиционное решение. Может быть, прежде бы вы приняли, прежде, может быть, пару месяцев или месяц тому назад, у вас было одно видение, и вы бы приняли одно решение. А здесь, скорее всего, вы будете менять методы, потому что обстановка вас заставляет. А что же там из прошлого и к чему же это все идет? У кого-то это может быть связана история с близким человеком, буквально родным человеком, пусть или с родственником. Или, может быть, это человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент. Но по королю чаш это именно наши близкие. Или вопросы семьи. У вас уже 2 короля, и вот тут у вас корона. Да, тут, наверное, без каких-то инстанций, контор, учреждений не обойтись. Может быть, это вопросы документов, которые вам надо будет, причем рационально уладить. И да, договариваться придется, причем так. Может быть, даже вам придется договариваться с кем-то из ближних, из близких. И все зависит от того, чего касается вопрос. Король кубков его отличает умение, это где-то можно воспринимать как совет, что если это любовная история, и она именно целиком касается чувств, то мы туда не добавляем, знаете, какого-то сухого прагматизма. То есть мы, ведь король кубков умеет дарить любовь и принимать любовь. Но, тем не менее, когда у нас вопросы касаются как раз меркантильных каких-то наших интересов, вот туда не следует добавлять чувств. Вам придется, видимо, на протяжении марта, может быть, и у себя спрашивать, это из области реальности или это из области эмоций, мои дорогие? Потому что король мечей ваша карта, это карта интеллекта, но это также карта специалиста. И для кого-то из вас придется, может быть, к специалисту отправиться,
По этой карте идут именно эксперты. Иногда люди в погонах, не обязательно, что это военные, разные бывают погоны. Это идут врачи. Иногда, да, у кого-то, может быть, нам карты не говорят, что вы болеете, ну, может быть, как вот именно вопросы здоровья, в данном случае имиджа, то для вас тоже могут стать на первый план, потому что, ну, как представлять нужно, да, может быть, иметь какой-то соответствующий вид, отправляясь в те же самые инстанции, да, как-то официально держаться вам придется и, может быть, выстраивать даже диалог с каким-то человеком не совсем для вас похожих энергиях, как вы обычно это или прежде делали. Но для кого-то подписание документов, которые будут касаться и работы, и личной жизни. Вот здесь вот у кого что, или может быть одновременно и одно, и второе. И личная жизнь, и любовь, и семья. Но есть еще и какие-то согласования, важные бумаги. Ну вот если тут уже бумаги, то тогда я не исключаю, что вам нужно знать, это сразу можно как король мечей, как совет воспринимать. Вам вот именно и важно понимать, как в отношении вас работает закон. Или подписывая какой-то документ, бумагу, ставя свою печать, если таковая имеется, подпись, как бы скрепляя, а может быть и нотариально вы что-то заверяете, да, вы должны понимать, как же на самом деле это будет потом продолжено по закону. Потому что мы себя как будто должны, ну, поберечь, хочется сказать. Напрямую карта об этом не говорит, но именно она к рационализму, холодному уму взывает. Это правда? У вас тут что-то может буквально колесо фортуны закрутиться вот так. Безусловно, фортуна на вашей стороне. Но вот этот баланс, о котором я уже говорила не раз, буквально будь готов к неожиданностям, Водолей. И я допускаю, в этот период у нас еще и в марте, ну, где-то до конца апреля, как нам судьба возвращает какие-то на доработку истории с документами или по работе, какие-то взаимоотношения в личной жизни. Вот мы должны какие-то, может быть, заключительные аккорды так вот красиво сыграть. И, пока мы это не сделаем, ну, как врата в будущее не открываются. Нас вот этот незакрытый гештальт будет тянуть все время назад. Но здесь это может прийти в вашу жизнь совершенно неожиданно. Значит, тогда не стоит сетовать на судьбу, потому что это так работает вот именно как ваша фортуна. Может быть, складываются такие обстоятельства, что в моменте, вот именно прямо сейчас, вам нужно будет решить какой-то вопрос, но это вам будет помогать. Конечно, в этом значении куда-то и не опоздать, потому что по колесу фортуны это мы как будто сидели себе спокойно, и так мы ни о чем не предполагали. Все, то есть какой-то период шло своим чередом, и вдруг на тебе бац, и все переворачивается. К этому тоже будьте готовы. Причем это какая-то ситуация, которая будет связана с прошлым. То, что вам так или иначе уже знакомо. Давайте мы тогда с вами узнаем, а что вообще прояснится и как это окажет влияние на будущее. Вот смотрите, 3 короля уже. Когда 2 короля, вот я говорила, из короны, появляются в моем раскладе, это всегда будет свидетельствовать, что, ну, какие-то контакты с людьми, имеющие полномочия, влияние, или какие-то чиновники, они как будто вынуждены будут. Либо вы будете для себя что-то прояснять, либо вы пойдете узнавать, как в отношении вас закон, порядок работает. Может быть, это вот у кого-то связано с переездом, да, подготовкой документов. И тут нужно именно к какому-то вопросу подойти с холодной головой. Вы столкнетесь с самыми разными суждениями. И вот у вас опять же выпадает как и маска, так и змея. Король жезлов. Я не утверждаю, что это обязательно будет человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеющий там асцендент. Назовем это так. Это карта харизматичного лидера, того человека, который обладает, вот знаете, как страстным ораторством. То есть он умеет какую-то свою идею изложить так, что она нас цепляет. Или по этой карте нам могут что-то обещать. Вообще эта карта как руководителя, командира, по сути дела. Но вам придется это делать самим.
по карте короля жезлов обещать нам могут, или вдохновлять нас могут, призывать нас могут, или как руководить и делать так, и не делай эдак. Но помогать нам в этом никто не будет. Поэтому вот немножко соотнесите, да, вот с этими двумя значениями. Все-таки есть в вашем окружении человек, ну, с которым надо быть аккуратным. А вам может прийти что-то очень как раз приятное от этого человека. Когда очень хочется, ну, вообще-то я с учетом аркана мир, я могу даже больше допустить. Мы ведь не знаем наверняка, кто окажется, да, вот в этой маске или как будто скрыто наблюдающим. Вот если мы говорим, да, как это сложится именно на будущее, в событиях ближайшего будущего, то с кубков и аркан мир– это какая-то радость. Это не просто вдохновение, а это что-то материальное. По аркану мир нет ничего невозможного. Могут меняться законы. Для кого-то проиграется, это правда, работа в интернет, потому что две карты– пространство, эфир, интернет. Какой-то ваш проект, интернет-проект, или, может быть, он будет связан с изучением новых языков или каких-то дополнительных ресурсов, систем, вот цифровые какие-то, может быть, тоже ресурсы вы осваиваете. В этом определенный есть резон. Потому что если это как вторичный доход, для вас, вы знаете, это может складывать какое-то не ближайшее будущее, а далекое. По аркану звезда– это всегда выбор такого на дальнее будущее направление. Лет на 10, мои дорогие. Поэтому будьте внимательны, у вас в марте какая-то конфигурация, которая и на данный период времени, ну, буквально, может быть, проясняется на начало марта и говорит, что же ты тут будешь продолжать. Вам самим нужно определиться. Но тогда от этих определений у вас строится какое-то далекое будущее. Вот обратите внимание. Время принимать важные решения. Узнавать, как работает в отношении вас закон. Потому что 4 старших аркана, да, с учетом аркана отшельник. Вот именно как ваша миссия. Вам тут нужно что-то, может быть, даже для самих себя важное совершить, наметить, приступить, то есть какие-то первые шаги сделать. Потому что потом вы будете видеть, и вам это будет приносить радость, что какой-то, может быть, лично ваш даже проект. Может быть, это вы будете строить карьеру. Вот у кого-то так проиграется вот это трех королей, как триплет. Когда вам придется с руководителем важный разговор, сказать, вот именно к чему вы стремитесь, может быть, да. Я делаю карьеру, вот, может быть, об этом надо заявить и сделать это как-то максимально дипломатично, чтобы человек понял, что вы не на его место метите, а что у вас свои какие-то планы. То есть вот умение договариваться все-таки оно присутствует. И быть готовым к неожиданностям, поэтому слышать, как растет трава. Здесь ничто не происходит случайно. Это вас судьба ведет так, чтобы вы для себя, ну, как новый фарватер какой-то открыли. Или получили какую-то возможность, подвели важные итоги, итоговая карта. Мы, конечно, будем надеяться, что все закончится миром, и вы сумеете с кем-то договориться, потому что где-то к миру, вот с таким сложным человеком, да, который вроде привлекательный, но умом-то мы понимаем, что надеяться во многих ситуациях нужно на самого себя или на саму себя. Но так или иначе, вас и все карты расклада наделяют именно силой, мои дорогие, силой влияния, силой ораторства. Но надо как-то это очень красиво уложить в общий сценарий или сюжет именно в марте, потому что это, как фортуна, для вас именно вот как миролюбивую обстановку, какую-то добрую позицию формирует, чтобы ты, дорогой Водолей, вот и сделал этот выбор правильного направления, который для тебя будет как минимум в десятилетие. Прямо судьбоносный расклад. Подумайте, что живет в вашей душе, к чему стремиться, да, вот вы как всем своим естеством. И есть явно какая-то задумка или, хочется сказать, мечта. И у нас ведь тут как преломление идет реальности. До 26 апреля это точно. И я могу сказать, ситуации с прошлого нас могут еще где-то посещать или что-то напоминать. Может быть, даже уже в течение мая, июня, вплоть до конца июля
Мы будем еще что-то шаг за шагом подытоживать, но до этого времени, до как минимум конца апреля, мы явно должны с чем-то определиться. Вот так вот оно даже планетарно. Но, видимо, мы еще многого не видим, не знаем, и мы можем не верить в астрологию, а тем не менее, вот внешние события, каким-то образом они часто бывают увязаны. Есть о чем поразмышлять. Мои дорогие любимые водолеи, я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео и за ваши удивительные комментарии, за вашу помощь, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации и переход к моему сайту в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.